Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие очаровательные снежинки крючком. Посмотрите, какие они нарядные, воздушные. Вязать их очень просто. В этом видео мы с вами подробно разберем ряд за рядом. Схема состоит из 8 рядов. Вязать их очень быстро и справится даже начинающий вязальщик. Вот таких снежинок я сделала вот такие серебряные подвесы, ниточки. Можно украшать елочку или использовать в качестве домашнего декора. Связала несколько штук. Если вам нравятся такие снежинки, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Напоминаю, что на моем канале есть отдельный плейлист со снежинками. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Можете перейти туда и найти там много других интересных снежинок. Вязать сегодня я буду из ниток Анна 16 от Сиам. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 100 граммах 530 метров. Цвет у меня белоснежный 372. Крючок буду использовать 1,25 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю, набираем цепочку из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема и в кольцо. Хвостик мы сразу обвязываем, провязываем 6 столбиков без накида. Первый, сюда же в колечко второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый и шестой. Делаем соединительную петлю в первый столбик без накида. Первый ряд у нас готов. 6 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И сюда же в этот же столбик провязываем еще один столбик с накидом. 2 воздушные, накид. В следующий столбик без накида делаем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же в этот столбик второй столбик с накидом. 2 воздушные. В следующий столбик также провязываем 2 столбика с накидом. Так вяжем по рисунку, и у нас получится 12 столбиков с накидом и 6 арок из 2 воздушных. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последние 2 воздушные петли, арочку, и соединяем вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. Хвостик сейчас мы сразу отрежем, чтобы он не отвлекал наше внимание. Мы его уже обвязали, никуда он не денется. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й ряд, воздушная петля подъема, и в этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее в следующий столбик также столбик без накида. И теперь следующую арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, арка, и еще один столбик без накида сюда же в эту арку. В следующие 2 столбика по столбику без накида
И снова в следующую арку провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушные петли и второй столбик без накида сюда же в эту арку. Вот так. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Подходим к концу ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных, столбик без накида, и соединяем вершину начального столбика. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд, делаем соединительный столбик в следующий столбик, еще в 1 столбик и в арку. 1 воздушная петля подъема, и в эту же арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее сделали накид, и теперь нам нужно провязать сплит из 2 кластеров. Итак, смотрим внимательно. Вот у нас 2 столбика с накидом с одной стороны, 2 столбика с накидом с другой стороны. Вот 2 столбика пара, и вот вокруг второго столбика. Вот. Сейчас будем заводить крючок спереди назад. Давайте еще раз внимательно посмотрим. Вот у нас уголочек, на котором мы остановились. И вот 2 столбика. Вот первую ножку вяжем вокруг второго столбика на этой паре. Вытянули ниточку, закрыли 1 накид, 2 петли на крючке, накид, вокруг этого же столбика вставляем крючок и также вытягиваем ниточку и закрываем накид, 3 петли на крючке, накид. Переходим к следующей паре из 2 столбиков, и вторую ножку сплита будем провязывать вокруг первого столбика на этой паре. Заводим крючок под первый столбик, вытянули нить, закрыли накид, вытянули нить, закрыли накид, 5 петель на крючке, закрываем. Вот такой у нас получается сплит из 2 кластеров. И теперь в ту же арку, куда мы провязывали последний столбик без накида, он же у нас начальный, вяжем еще 1 столбик без накида. В следующие 4 столбика по столбику без накида. И теперь в арку из 3 воздушных столбик без накида, и снова провязываем сплит. Итак, сделали накид, заводим крючок под второй столбик вот на предыдущей паре, и также провязываем 2 столбика с накидом не до конца. Первый столбик, накид, второй столбик не до конца, 3 петли на крючке, накид, вяжем вторую ножку сплита, переходим к следующей паре столбиков и вокруг первого заводим крючок, первый столбик не до конца, закрыли накид, накид, сюда же заводим крючок, второй столбик, 5 петель, закрываем за 1 прием. И в ту же арочку столбик без накида. Вот так. В следующие 4 столбика по столбику без накида. И в арку из 3 воздушных столбик без накида. И снова вяжем сплит. Первая ножка вокруг второго столбика, вторая ножка вокруг первого столбика на следующей паре. У нас должен получаться вот такой цветочек объемный. Вяжем самостоятельно.
Итак, подходим к концу ряда, провязали сплит, столбик без накида в арку, далее 4 столбика без накида и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд, воздушная петля подъема, и теперь заводим крючок под сплит. Провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Вот так. 7 воздушных, арочка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вокруг следующего сплита заводим крючок и провязываем рельефный лицевой столбик без накида. 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вокруг следующего рельефный лицевой столбик без накида. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, провязали последнюю арочку из 7 воздушных и соединяем вершину начального столбика рельефного без накида. Вот такие арки. 5-й ряд у нас готов. У нас 6 арок из 7 воздушных. Вяжем 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида сюда же. Выполнили начальный столбик без накида. Далее в арку провязываем 4 столбика без накида, обвязываем арочку. 2, 3, 4. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3 арка, и сюда же в эту арку еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Итого 8 столбиков в арку, посередине арочка из 3 воздушных. Теперь столбик без накида в следующий столбик рельефный. И снова в следующую арку вяжем 4 столбика без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще 4 столбика сюда же, в эту арку. 2, 3, 4. И столбик без накида в следующий столбик. Вот так. Все вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последние 4 столбика без накида и соединяем вершину начального столбика с соединительной петлей. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд. Делаем 2 воздушные петли, накид, и в этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик с накидом, но не до конца. 2 петли на крючке, накид, сюда же в этот столбик провязываем еще 1 столбик с накидом не до конца, 3 петли, закрываем. Выполнили начальный кластер из 3 столбиков с 1 накидом. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3 арочка, накид, и сюда же в этот столбик, куда мы провязывали кластер, выполняем еще 1 кластер из 3 столбиков с накидом. 1 столбик с накидом не до конца, накид, сюда же 2 столбик с накидом не до конца, накид, и 3 столбик с накидом не до конца. 4 петли, закрываем. Вот такая галочка из 2 кластеров. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и в 3-ю петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Вот такая капелька. В следующую арку столбик без накида, вот арочка из 3 воздушных, 3 воздушные петли, 1, 2,
3. И сюда же в эту арку провязываем еще один столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид в третью петлю от крючка, столбик с накидом. Вот такая капелька еще одна готова. Здесь петелька у нас из 3 воздушных. Накид, пропускаем 1, 2, 3, 4 и в следующий столбик вяжем кластер из 3 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца, второй, третий, 4 петли закрываем. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, и сюда же в этот столбик провязываем еще один кластер из 3 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, 4 петли закрываем. Снова выполняем капельку, 3 воздушные петли, столбик с накидом в третью петлю от крючка. В арочку из 3 воздушных столбик без накида, 3 воздушные петли, арочка еще одна. И в эту же арку столбик без накида, второй столбик провязываем. Такая петелька. И снова капелька, 1, 2, 3, столбик с накидом в третью петлю от крючка. Пропускаем 4 столбика без накида и в следующий вяжем также 2 кластера из 3 столбиков, между ними арка из 3 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последнюю капельку и соединяем вершину начального кластера с соединительной петлей. 7 ряд у нас готов. Вот какая красота у нас уже получается. Вяжем последний, 8 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку между кластеров, 2 воздушные петли, 1, 2, накид, и сюда же в эту арку провязываем первый столбик с накидом не до конца, накид, и второй столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, закрываем. Выполнили начальный кластер из 3 столбиков с накидом. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и в 4 петлю от крючка делаем соединительную петлю, пикой из 4 воздушных. Далее 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В третью петлю от крючка 1, 2, 3 делаем соединительную петлю, 1 воздушная, пропускаем воздушную петлю, в следующую вяжем столбик без накида, 1 воздушная, накид, пропускаем, и в следующую полустолбик с накидом, 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить, протягиваем через все петли, это полустолбик с накидом. Вот такая макушечка у нас получается. Далее снова пикой из 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. В 4 петлю соединяем, накид, и в ту же арку, куда мы провязывали первый кластер, выполняем еще один кластер из 3 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца, второй столбик с накидом не до конца, накид, и третий столбик с накидом не до конца. 4 петли закрываем. Вот что у нас получается, вот такая пика. Далее 2 воздушные петли, арка, 1, 2. Теперь делаем 2 накида,
Пропускаем капельку, подходим к следующей арке из 3 воздушных и в нее провязываем столбик с 2 накидами. 2 воздушные. Снова сделали 2 накида и сюда же в эту арку провязываем еще один столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, в третью петлю столбик с накидом. Выполнили также капельку. 8 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и в 8 петлю от крючка соединяем соединительной петлей. 9 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединяем в ту же петлю, куда делали последний соединительный столбик. И теперь 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В ту же петлю соединяем. Вот такой цветочек с 3 лепестками на макушке. Капелька снова 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, в третью петлю от крючка столбик с накидом. Два накида и в ту же арку, куда провязали уже 2 столбика с накидами, делаем еще один столбик с 2 накидами, это уже третий. 2 воздушные петли, 2 накида и сюда же в эту арку 4 столбик с 2 накидами. Вот так. 2 воздушные, накид, пропускаем капельку и в арку между 2 кластеров также провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Далее пику из 4 воздушных, 1, 2, 3, 4 соединяем в 4 петлю. Так, 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в третью петлю от крючка соединяем, 1 воздушная, так, пропускаем петлю в следующий столбик без накида, 1 воздушная, накид, пропускаем петлю и в последнюю воздушную полустолбик с накидом. Вот такая пика. 4 воздушные, соединяем в 4 петлю, пику из 4 воздушных у нас готово, накид и в промежуток между 2 кластеров также в эту же арку провязываем еще один кластер из 3 столбиков с накидом. Закрыли все петли. Далее 2 воздушные петли, арочка, 2 накида, пропускаем капельку, в следующую арку вяжем столбик с 2 накидами, первый, 2 воздушные, 2 накида, второй столбик с 2 накидами сюда же в эту арку. Теперь капелька, 3 воздушные, столбик с накидом в третью петлю и снова вот такой цветочек с 3 лепестками. Делаем 8 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, соединяем в 8 петлю, 9 воздушных, в ту же петлю соединяем, с соединительной петлей, 7 воздушных, соединяем в
ту же петлю, и капелька, 3 воздушные, столбик с накидом в третью петлю, 2 накида, возвращаемся к нашей арочке на круге и в нее провязываем третий столбик с 2 накидами, 2 воздушные, арочка, 2 накида, и сюда же в эту арку 4 столбик с 2 накидами, 2 воздушные. Вот так. Ну, что у нас получается. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последний столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли арка и делаем соединительную петлю в вершину начального кластера. Все, соединили, делаем закрепку, ниточку можно отрезать. Сейчас спрячем хвостики. Я уже связала несколько таких снежинок сразу, и сейчас буду делать блокировку. Я обрабатываю свои снежинки клеем ПВА. Сейчас натяну их на основу при помощи иголочек нержавеющих и ждем до полного высыхания. Ну вот, я сняла наши снежинки с блокировки. Посмотрите, какие красавицы у нас с вами получились. Нежные, изящные, легкие, воздушные. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такие замечательные снежинки крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!